Приветствую, друзья, на канале Каска. Наконец-то мы с вами дождались улучшенной версии легендарной, не побоюсь этого слова, GTA 5. Кто в танке не слышал, в игру подвезли трассировку лучей, ускоренные загрузки, поддержка апскейлеров FSR 3 и DLSS 3, совместимая с геймпадом DualSense и звуком Dolby Atmos. По оптимизации, как мне показалось, все отлично, даже с включенной трассировкой лучей и без апскейлеров. Пока Rockstar двигается в правильном направлении, GTA 6 не подведи по оптимизации. Но масштабирование изображения я рекомендую включить, потому что наконец-то появилось сглаживание от DLSS, DLAA либо FSR AA. Я уже побегал, слегка потестил и готов вам показать оптимальные настройки графики для одиночной GTA и GTA Online. Как с трассировкой, так и без. Сможете подобрать что-то под себя. Плюс покажу, как отключить тени. Для тех, кто не помнит. Для более высокого FPS. И как сделать стабильный фреймтайм. Готовьте ваши ручки, небольшая самореклама своего бусти и погнали. Ребятки, если у вас есть желание, самое главное возможность, можете поддержать мой канал подпиской на бусти. В знак благодарности вы получите мой архивчик с оптимизацией как Windows 10, так и 11. Он активно развивается, стараясь в каждой новой версии добавлять что-то новое. Там же находится гайд на 30 минут, как всем этим пользоваться. Плюс иногда публикую разные твики, отдельные настройки для некоторых игр и все возможные архивы в одном облаке. А также у меня есть Telegram, в котором я делюсь игровыми новостями, когда следующий ролик и так далее. Ну и конечно же наш Discord сервер. Мы там общаемся, играем и решаем проблемы, которые у вас могли возникнуть. За любую активность буду благодарен. Отвечаю всем и постоянно. Ссылочки в описании. Первое, с чего мы начнем, это с подбора оптимальных настроек графики для GTA 5. Переходим в настройки, графика, и здесь мы начнем по порядку, но перед этим стоит кое-что уточнить. Я покажу два пресета. Первый пресет для сюжетно-одиночной кампании. Мы получаем качественную картинку с максимально высоким FPS. А второй пресет касается конкретно GTA Online. Там нам нужно все-таки большее количество кадров. И в том варианте будет присутствовать трассировка лучей. Просто если у вас другая версия видеокарты, либо видюшка не тащит трассировку, можете ее спокойненько отключать. Первый пресет для сюжетки. Тип экрана. Здесь у нас есть два варианта. Полный экран, либо полный экран без рамки. Если вам нужна потенциально низкая задержка, ставим просто полный экран. Выбираем наше разрешение и максимальную частоту обновления. Если вам нужно быстренько сворачиваться, то что в принципе я обычно делаю, тогда полный экран без рамки вам подойдет. Максимальная частота кадров. Если вы хотите сделать ограничение частоты кадров под вашу герцовку монитора, внутри игры этого лучше не делать. Самый классный вариант для стабильного фреймтайма: нам нужно будет загрузить MSI Afterburner и вместе с ним сделать установку Riva Tuner. Открываем Riva Tuner, здесь находим Frame Rate Limit и пишем, допустим, если у нас 60 Гц, хотим сделать ограничение, пишем здесь 60. В таком случае мы получим при одном и том же количестве FPS максимально стабильный, не прыгающий фреймтайм. Вертикальная синхронизация. Мы ее отключаем, потому что дает дополнительную задержку. А вот у нас первая новая функция в GTA 5. На FPS на моей системе это никак не влияет, поэтому я выбираю вкл плюс буст. Если у вас стояло выкл, вы поставили вкл плюс буст и у вас начались фризы, значит понизьте до вкл. Далее нас встречает самое вкусное, это трассировка лучей. Трассировка лучей самая основная, это тени, отражение, глобальное освещение и затенение. Я уже покатался, побегал и посмотрел. На данный момент это предварительное суждение тех или иных параметров графики. Если вам это зайдет, чуть позже выйдет скорее всего ролик с полным тестом каждого параметра графики. Показать отличия низкого качества, среднего, высокого, выкл и так далее. Чтобы вы понимали и могли настроить игру под свое железо. Но пока то, что имеется, то, что мне показалось самое разумное. Тени с трассировкой лучей. Я лично выключил, мне они не очень понравились, так как я не заметил, чтобы они как-то сильно так влияли на качество картинки, зато FPS кушают. Отражение с трассировкой лучей. Вот этот параметр лично мне показался, на мое субъективное мнение, действительно делает просто конфетку. Тут я рекомендую как минимум высокое качество. По сути, высокого хватает с головой. Но можно и выше, если вам позволяет FPS. Глобальное освещение с трассировкой лучей. Мне лично понравилась симуляция непрямого света, поэтому ставим высокое, выше не рекомендую. Затенение AO. Я отключил, потому что, честно,
HBAO в разы лучше справляется. Ну и качество с трассировкой лучей я оставил на высокое. Далее нас встречает масштаб разрешения изображения. Наконец-то добавили DLSS, FSR, а вместе с ним и DLAA и Native AA. Как раз таки для мощных систем. На 3060 Ti плюс 7600X процессоре работает все шикарно даже без масштабирования разрешения. По сути можно и не включать. Но если вам нужно сглаживание DLAA либо Native AA от FSR, тогда да, придется включить. В таком случае мы теряем большое количество кадров, но получаем действительно хороший вид сглаживания. На самом деле мне больше понравилось, как работает Native AA от FSR третьей версии. Вопросов нет, попробуйте, посмотрите. Мне кажется, отлично справляется. DLAA неплохо, но как-то многовато мыльца. Далее у нас есть качество, баланс и производительность. Качество на самом деле работает отлично. На очень высоком уровне вместе с нативным. Только мы получаем еще плюс FPS. Как работает FSR, качество мне не сильно понравилось, потому что дает многовато мыльца и многие объекты оно съедает. Поэтому если у вас видеокарта от AMD, я думаю в нативе у вас игрушка будет тянуть без проблем. Это касается 7800 XT и подобного аналога. Если у вас RTX 3060 Ti, то же самое. Вы можете либо выключить, либо поставить на качество. Ну а теперь начинается самое интересное. Качество основной нашей картинки. Качество шейдеров высокое, качество текстур очень высокое. Только в том случае, если позволяет видеопамять. Если у вас она ограничена, ставьте стандарт, либо высоко. Анизотропная фильтрация 16X. Качество частиц очень высокое, тесселяция очень высокая, качество воды очень высокое и качество травы высокое. Группа освещения. Качество освещения высокое, качество отражений очень высокое, качество теней очень высокое. Мягкие тени мягче, длинные тени включаем, тени высокого разрешения выключаем. Длина теней 10 из 10. Группа настройка спецэффектов. Настройка спецэффектов очень высокая. Эффект глубины резкости, выкол, степень размытия при движении. Тут по желанию, но я обычно отключаю. Затенение AO. Мне лично SSDO не понравилось. HBAO самое то, действительно делает вещи. Если позволяет FPS, ставьте HBAO. Группа сцены. Населенность, разновидность и фокусировочная шкала ставим на максимальное значение. Подгрузка более детализированных текстур во время полета. Выкол, ну и увеличение расстояния подгрузки тоже на минимальное значение. Why? Теперь у нас второй пресет для GTA Online. Трассировка лучей. Если у вас в онлайне более 100 FPS, можете включать и выставлять то же самое. Отражение высокое и глобальное освещение тоже высокое. Все остальное просто выключаете. Если FPS у вас мало, выключаем трассировку лучей. Если, к примеру, вы отключаете трассировку лучей, нам становится доступно сглаживание. Можем либо включить DLSS, либо поклассать сглаживание. Но здесь, кроме TAA, который дает мыло, ничего интересного нет. FXAA бюджетный вариант мне не нравится. Качество шейдеров. Оставляем на высоко. Стандарт не ставим, потому что могут быть проблемы, как в предыдущей версии, с шейдерами. Поэтому лучше высоко. Качество текстур. Снова же все зависит от вашей видеопамяти. Анизотропка. 2X либо 4X. Качество частиц. Стандарт. Тесселяция. Стандарт. Вода. Стандарт и качество травы я бы ставил, конечно же, высоко. Если FPS мало, стандарт. Качество освещения высоко, отражение стандарт, тени высоко, мягкие тени мягче, длинные тени по желанию. Настройка спецэффектов очень высокая. Затенение AO, как и в предыдущие разы, если позволяет FPS, ставим HBAO, либо выключаем. Населенность, разновидность, по-моему, в GTA Online она никак не влияет. Ну и все остальное просто выключаем. По настройкам получается как-то так. Оказавшись на рабочем столе, самым первым делом я вам покажу, как отключить тени в GTA 5, старой либо новой версии. Открываем мой компьютер. Далее наша задача перейти в папку документы. Я ее отсюда убрал, поэтому диск C, пользователи, ваше имя пользователя, документы, Rockstar Games, GTA 5 Enhanced, если нас интересует конкретно новая версия GTA 5, либо Legacy. И здесь нас сразу будет встречать Settings. Нажимаем PKM и изменить в блокноте. В самом начале находим Shadow Quality. Вместо циферок, тут может быть 1, 2, 3, мы ее удаляем и пишем 0. Далее
файл, сохранить. И уже в следующий раз, как вы зайдете в GTA 5, обнаружите, что все тени отключены. Это даст нам достаточно большое количество FPS-иков, особенно на старых системах. Теперь нажимаем поиск, пишем настройки, графики. Если у вас Windows 10 либо предыдущая версия 11 винды, ничего страшного, функционал один и тот же, разве что немножко меняется интерфейс. Наша задача добавить классическое приложение. На 10 это будет написано обзор, на 11 винде предыдущей версии тоже либо обзор, либо классическое приложение. Нажимаем добавить и переходим в папку с игрой. В моем случае это Games, Steam, Steam Apps, Common, Grand Theft Auto 5 Enhanced. Если у вас игра где-то из другого места загружена, я думаю, с этой задачей вы справитесь. GTA 5 Enhanced добавить, ищем GTA 5, параметры GPU. Выбираем высокопроизводительный, там где указана наша видеокарта. Очень хорошо работает на ноутбуках, либо у тех ребят, у которых две видеокарты. Выбирайте самую мощную. И можете поставить галочку на оптимизацию для игр в оконном режиме. Сам вверху нас встречает оптимизация для игр в оконном режиме. На всякий случай включаем. Нажимаем доп. Графические параметры, и здесь нас уже ждет планирование GPU с аппаратным ускорением. Как раньше писало описание винды, это повышает производительность и уменьшает задержку. Я рекомендую сделать следующим образом. Так как эта настроечка достаточно индивидуальная, если вы зашли и у вас здесь написано Откл, мы ее включаем, делаем перезагрузку нашей системы, залетаем в GTA 5, играем, проверяем, смотрим. Если все хорошо, если повысился FPS, так и оставляем. Если наоборот все стало хуже, отключаем. Это же касается и обратной стороны. Если у вас включено, отключаем, делаем перезагрузку и залетаем в GTA 5. И снова же проверяем. Далее нам нужно сделать быстренькую настроечку нашей видеокарты. Начнем с видеокарт для NVIDIA. Нажимаем ПК на рабочем столе, показать доп. Параметры, панель управления NVIDIA. Переходим на управление параметрами 3D, программные настройки. И здесь мы ищем GTA 5. Если в данном списке вы не найдете GTA 5, нажимаем добавить и уже ищем вот в этом списке. То же самое, если здесь ее, допустим, нет, нажимаем обзор, снова же переходим в папку с игрой Steam Apps, Common, GTA 5 Enhanced и добавляем приложение GTA 5 Enhanced. Начнем по порядку. Анизотропная фильтрация, управление от приложения, вертикальный синхроимпульс. Если в игре вы его отключаете, тогда выбираем выкл. GP Rendering OpenGL. Выбираем нашу видеокарту, метод представления Vulkan OpenGL. Используя цепочку буферов DXGI. Частота обновления вашего экрана. Высшая доступная. Режим низкой задержки. Вкл. Режим управления электропитанием. Режим максимальной производительности. Совместимость с OpenGL. Приоритет совместимости. Фильтрация текстур. Качество. Высокая производительность. И нажимаем «Применить». По сути, базовые вещи мы с вами сделали, но если нам нужно повысить FPS еще больше, тогда делаем следующее. Качаем по ссылочке в описании архивчик с Дискорда либо с телеги, где вам более удобней. Называется архив Байкаска. Здесь нас встречают 3 папки и различные приложения. Начнем по порядку. Настройка видеокарты. Если у вас видеокарта от AMD, открываем папку AMD Radeon, залетаем на сайт, качаем последнюю версию драйверов. Если доступно Minimal Install, делаем именно ее для максимальной производительности. Но если вам необходимо конкретно настроить вашу видеокарту, тогда делаем обычную установку и выставляем профиль игры либо киберспорт и то, что здесь у нас указано в картиночках. Если у нас Intel, то же самое по Intel. Ну и NVIDIA, то, что я показывал ранее. Далее очистка. Delete Files. Выделяем все файлы. Нажимаем Shift, Delete и да. То, что не удаляется, нажимаем просто отмена. Возвращаемся назад. Delete Files. Снова же выделяем все файлы. Shift, Delete и да. То, что не удаляется, отменяем. Disk Clean Up. Выбираем диск C, ОК. Нажимаем вот сюда, очистить системные файлы. Снова выбираем диск C, ОК. Ставим везде галочки и нажимаем ОК. Твики реестра. Здесь нас встречают 5 файлов реестра. Перед тем, как делать их активацию, я рекомендую сделать бэкап файлов реестра. Как это делается? Открываем папку бэкап файлов реестра. Здесь у нас есть в картинках, для рукастых и красиво расписал. А также уже готовые бэкапчики на всякий случай. Первые 2 файла реестра отключают Xbox DVR. Нажимаем PKM и открыть. Если у вас десятка, будет написано слияние. Game DVR 2 PKM и слияние. Отзывчивая система PKM слияние, сетевой тротлинг пропускаем и системный приоритет тоже PKM и слияние. MSI мод. Нажимаем PKM и запуск от имени администратора. Да. Находим нашу видеокарту, ставим галочку на MSI и приоритет мы выбираем High и нажимаем Apply. Закрываем. Xbox Game Bar. Галочку мы отсюда
убираем, и если он у вас включен, обязательно выключаем. Аппаратное ускорение мы с вами уже сделали. Далее схема питания. Если вам нужна схема питания максимальная производительность, копируем команду, нажимаем PKM, копировать, закрываем, нажимаем PKM на пуск, Windows PowerShell администратор, либо командная строка и нажимаем да. Ctrl+V, либо PKM, Enter, закрываем, открываем ярлык схема питания, показать доп. Схемы, и здесь у нас появится максимальная производительность. Галочку ставим вот сюда. Открываем мой компьютер, PKM на этот компьютер, свойства, доп. Параметры системы, быстродействие, параметры. И здесь мы ставим на обеспечить наилучшее быстродействие. Далее находим сглаживание неровностей экранных шрифтов. И можете где-то включить анимации, где-то тени и так далее, если вам это интересно, конечно же. Я обычно ставлю просто галочку вот здесь. И нажимаем применить. Окей. Если у вас игра вылетает, на вкладке дополнительно переходим на виртуальная память, изменить, выбираем галочку с автоматически выбирать объем файла подкачки, выбираем диск C, ставим галочку на размер по выбору системы и задать. После этого окей, перезагружаем нашу систему, залетаем в игру и проверяем. Если снова же у нас вылетает игра, тогда ставим галочку на указать размер, снова же для диска C, и пишем, к примеру, 2000. И 2000 это для 32 ГБ оперативы. Если у вас 16, пишем по 4000. Если у вас меньше, то около 6-8 тысяч. Это как один из вариантов, почему иногда может вылетать игра. Потому что не хватает файла подкачки, либо он вовсе отсутствует. А многие приложения требуют файл подкачки для стабильной работы. Нажимаем поиск, пишем изоляция ядра. И самое главное, находим целостность памяти. Если она у вас включена, мы ее обязательно выключаем и делаем перезагрузку нашей системы. Да, ваша система станет немножко уязвима, но если вы знаете, где загружать файлы, вы более-менее уверенный пользователь, тогда для вас это не опасно. Но если вы не шарите, новичок и так далее, лучше не отключайте. После всех этих настроек залетаем в GTA 5 и наслаждаемся, если не высоким FPS, то по крайней мере стабильной и плавной картинкой. С вами был Каска. Желаю вам высокого FPS.